слушателей, с вами подкаст «Просто от сложным» и я Вадим. Начинаю новый выпуск, и в этом подкасте по просьбе, многочисленным просьбе моих подписчиков из прошлых подкастов мы расскажем совершенно о двух разных устройствах, а точнее постараемся их сравнить. Эти два устройства, которые у меня сейчас находятся на столе, это Samsung Tab S7 плюс 5G и новое устройство Remarkable, по которому вы уже видели мой обзор. Это два устройства, которые определяют то, как мы думаем и как мы работаем и что мы делаем во время рабочего сессии или как вообще мы строим свой рабочий день. Итак, начнем. Это два совершенно разных устройств, но почему я захотел сделать на вот это сравнение, как бы этот обзор, потому что многие слушатели после просмотра моего подкаста о Remarkable Paper Pro Move, вот этом устройстве, стали говорить мне, что да ладно, есть всякие там планшеты, и они, может быть, даже не настолько дорогие, и их можно использовать зато во многих вещах, а это у тебя какое-то узкоспециализированное устройство. Давайте разберемся, в каких условиях и кому и когда нужно действительно такое устройство, как планшет, у которого тоже есть стилус, который тоже имеет возможность рукописного ввода, а также есть Remarkable, блокнот, у которого тоже есть стилус, вот он на магните, и который имеет письменный ввод. Так ли они одинаковые и так ли они разные, и как мы их будем использовать? Если вам это интересно, то перед тем, как смотреть этот подкаст, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой подкаст. Кнопка вы знаете где. Я дам вам на это время, а мы начинаем. Знаете ли вы, что я ловлю себя иногда на мысли, что когда хочу что-то написать, напечатать или там, я не знаю, составить какой-то план работы, или когда я над чем-то думаю, то садясь за компьютер или, допустим, вот за этот планшет, который уже не новый совершенно, но достаточно мощный, и достаточно, я могу его назвать комбайном, Samsung Tab S7 с модулем 5G и с очень хорошим экраном OLED AMOLED. Этот экран до сих пор актуален. Я когда сажусь за него что-нибудь там сделать, допустим, или как-то сосредоточиться, меня постоянно могут отвлекать какие-то оповещения. Оповещения отовсюду, оповещения с YouTube нашего любимого, оповещения с Telegram, оповещения с WhatsApp. И волей и неволей ты иногда прекращаешь свою работу и начинаешь ты смотреть на эти оповещения. После этого ты опять уходишь в свою работу, если это оповещение не было настолько интересное. Ты снова уходишь в какую-то свою работу, что-то делаешь, а бывает ты теряешь мысль. Что происходит с Remarkable? У него есть и плюс, который многие ставят ему в минус. Но я считаю, это его плюс. Remarkable не имеет никакого отношения к тому виду интернета, который имеют остальные планшеты. Такие как Samsung, вот этот Tab S7. И это совершенно другое устройство. Посмотрите, это я сейчас сложу так вот и покажу вам. Если смотреть, то планшет Remarkable это, ну, можно еще один и еще один поставить, и еще немножко останется. Вот это будет планшет Samsung. То есть первый очевидный факт для меня во всяком случае, а для всех остальных вы тоже думаете, это то, что чтобы носить этот чудесный, прекрасный планшет, на котором тоже можно писать заметки, который синхронизируется с облаком и так далее и тому подобного, вам уже нужна сумка. Вы согласны? Ну, посмотрите, какой он. Он хоть и тонкий, но все равно на свои 10 с небольшим дюймов он большоват для того, чтобы вложить в какой-то карман. Теперь посмотрим на мой Remarkable.
тоже, который у меня есть. То есть я его возьму, я вам сейчас могу показать прямо. Вот, я его тут же могу засунуть, ну, если не в этот карман. Это я пытаюсь запихать в совсем маленький карман. Вот он у меня залез в карман. И я пошел. Я не говорю о внутреннем кармане. Он спокойно туда залазит. Вот он залез в карман, и я пошел с ним. То есть свое название карманный блокнот и блокнот для записей он совершенно оправдывает. Я даже не буду пытаться сейчас этот Samsung засунуть к себе в карман. Ну, как вы понимаете, это бесполезно. Поэтому этот балл отдаем Remarkable. К сожалению, Samsung тут проигрывает. То есть вы можете этот Remarkable запихать в карман, точнее положить в внутренний карман, никакой сумки не надо, и пошли. Он очень легок, прям невесомый. Samsung тоже не тяжелый, я вам скажу, тоже нормальный. Но он такой тяжеловат по сравнению с Remarkable. Следующее давайте посмотрим. Батарея. Samsung, какой бы он ни был, это все равно Android. У него много-много аппликаций работает. И хорошо, если он у меня при нормальной работе выдерживает, 3-4 дня. Если работать днем постоянно. А на нем можно работать, потому что у него есть клавиатура полноценная. Это у меня клавиатура от Samsung, к нему пристегнута, и можно на нем работать. То есть печатать. К нему можно подключить мышь и заменить в некоторых местах совершенно спокойно компьютер. Что с батареей у Remarkable, теперь я могу вам сказать точно, потому что до этого я говорил в своих предыдущих подкастах, что они так и не исправили задачу с батареей. На данный момент я вижу, что батарея уже потихонечку подтягивается к 3 неделям. Неделям, не дням, как здесь, а неделям. Это о чем говорит? Если мне важны только заметки, этот Remarkable меня никогда не подведет. Он всегда будет со мной, он всегда будет заряженный. Снова балл отдаем Remarkable. Но тут же мы его отдаем и Samsung. Почему? Потому что, как я вам говорил до этого, у него есть клавиатура. Можно печатать. Вот на этом малыше клавиатуры нету. А на большом Remarkable, тот тогда уже не карманный. Клавиатура тоже есть. Но мы его сейчас не взяли. И у меня его нету. На обзор я никакие девайсы не беру. Этих 2 девайса моих. Я говорю только свои личное мнение. И я говорю только то, что я долго-долго испытывал. Как Remarkable, так и Samsung. На этом канале говорят правду. И только правду. Продолжим. Теперь смотрите. С батареей все понятно. Отвлечение от работы тоже все понятно. Но теперь будем смотреть мультимедиа. На Samsung есть все, что на нормальном компьютере можно сказать. Можно играть какие-то простенькие игры. А сейчас уже под Android делаются игры и непростые. Можно к нему подключить жесткий диск через Type-C и смотреть видео на нем. Можно смотреть YouTube, у него есть WhatsApp, у него поставил сим-карту, он будет вообще везде интернет, и он будет независимый. Этого у Remarkable, естественно, нет. Но вот этот плюс у него, он является не только минусом на Remarkable, это также и философия этой компании. Этот маленький блокнот только для того, чтобы ты им пользовался как блокнотом. То есть мы, конечно, поставим минус, что у него нету этих мультимедийных функций. Но это и не должно быть здесь, мое мнение. Теперь посмотрите, возьмем 2 этих устройства в плане написания. Я сейчас не буду перед вами, как другие подкастеры, показывать, как пишется, как шуршится. Я вам говорю личное свое мнение. Если вы хотите его обсудить,
Если вы имеете какие-то другие мнения, пишите мне в комментарии. Я немедленно отвечу, и мы с вами сможем подискутировать. Так о чем речь? Речь, допустим, о рукописном вводе. У Samsung, я вам скажу, у него задержка всего лишь 9 миллисекунд. Это примерно то же самое, как вы ведете ластиком по стеклу. То есть немножко, но практически, если только придраться, это будет видно. То есть нормально. Я вам скажу больше. Я его покрыл таким специальным антибликовым стеклом. Даже так приятно писать на нем. То есть писать можно нормально. Можно ли писать на Remarkable? Так он только для этого и предназначен. Возьмем, посмотрим два наших этих стилуса. У Samsung он более маленький, у Remarkable вот он такой более большой стилус. Ну, я вам скажу, в зависимости от того, какой ручкой вы привыкли писать. Для меня и тот стилус достаточно нормальный. Допустим, был у меня Samsung Note Ultra. Там был очень маленький стилус. Он такой, как, я не знаю, как стержень без оболочки. А здесь это как обычные ручки. Но возьмем Remarkable стилус и этот по функциональности. Здесь, конечно, тоже кнопки. Здесь же пишешь. Но если взять писать, и потом ты хочешь стирать, ты обязательно должен нажать на иконку «Стирать» и потом стирать что-то, что вы хотели. Нормально. Нормально для компьютера, нормально для какого-то планшета. А у Remarkable это сделано на уровне ваших привычек. Вы пишете, вы пишете, каким образом? Ну, допустим, я открываю что-то, я пишу вот так что-то. Ой, это у меня сейчас маркер. Я вот так вот пишу. Я вот так вот пишу, а потом не думаю. Вспомните, какие карандаши у вас были. Наконечник у вас со стеркой. Я переворачиваю и тут же стираю. Все, я стер. То есть тут концентрация на самом этом Remarkable на планшете была сделана на то, чтобы человек полностью ощущал работу с натуральной бумагой. И я вам скажу честно, до сих пор я вздрагиваю, насколько это натурально. До сих пор мне нравится писать. Да, скажу честно, у него задержка больше. То есть порой вы пишете, и потом это как бы черное проявляется в красное, если вы красный. Ну, вы поняли, если кто-то пробовал писать на таком планшете. А здесь это моментально появляется. Но ощущение, когда вы пишете, что вы пишете по бумаге, оно намного больше, чем ощущение, когда вы пишете по дисплею Samsung Tab 7. Несмотря на то, что здесь я даже покрыл специальной пленкой, она такая шероховатая. И, естественно, есть такое немножко, когда ты пишешь, такое шероховатость. Теперь вот насчет этих стилусов, удобства я вам сказал. Также они точно так же аналогично, что вот этот у меня он прилепился и сразу появится сейчас у меня. Ой, простите, я сейчас вот так вот, да, вот, что-то не могу попасть. Попадаю, да, у меня будет заряжаться этот, ну, не буду сейчас туда прилеплять этот стилус. И точно так же и здесь. Я его вложил, и он мне тут же начинает заряжаться. То есть тут они одинаковые. Стилусы, удобство, визуальное, то есть обои из очень качественного такого soft-touch пластика. И обои очень хорошие для работы, да. Давайте пойдемте дальше. Что еще мы можем посмотреть здесь? Вся функциональность Samsung, она хороша тем, что когда вам не хочется с собой куда-то далеко брать какой-то компьютер, допустим, а у меня компьютер достаточно тяжелый, не достаточно тяжелый, а тяжелый, 18-дюймовый все же.
а ты хочешь взять что-нибудь, и тебе действительно там нужно что-то мультимедийное, а не для записи, то я могу взять вот этот планшет, и он вполне там, если заряжен там целый день и еще день, я могу им пользоваться и больше. Прекрасно. Но если мне нужно где-то только для записи, и у меня в кармане есть вот такой вот блокнот, то я, конечно же, буду записывать рукой только на Remarkable. Когда я попробовал его, мое мнение, то именно как блокнот, как писать, как сосредоточиться на какой-то мысли, что они продвигают, компания, Remarkable, ну, намного выше. Но он не может быть выше вот этого вот другого девайса под названием Samsung по той самой причине, что это два совершенно разных устройства из разных категорий. И как я повторяюсь, я взялся за этот подкаст только потому, что некоторые мои слушатели попытались сравнить Remarkable с мультимедийным устройством. Я прежде всего хочу донести до слушателей, а что же это все же за блокнот и для чего он нужен, и в чем его отличие от суперсовременного или какого планшета. Если взять, допустим, художников, то он бесполезен, Remarkable. Несмотря на то, что ты можешь там задуматься, и есть у них большие Remarkable, и ты можешь на них перерисовать. Нет, не можешь. Здесь цвета не накладываются друг на друга, не мешаются, их очень мало. Ты можешь нарисовать какую-то схемку, картинку, что-то такое, и не более. На Samsung есть масса программ, с помощью которых люди, которые хотят какого-то творчества, рисования, могут это делать, как делает иногда моя супруга Оксана на своем большом, уже очень большом ультре Samsung планшете, и он прекрасен. Он как ноутбук, и как такой планшет, и как порисовать можно, и много чего можно на нем делать. То есть, если вы думаете, когда вы берете вот этот вот такой вот блокнот, что у вас будет привычная мультимедиа, нет. Блокнот класса Remarkable можно брать только в том случае, когда вы, как я, имели много бумажных блокнотов, кроме всего прочего, на которых вы что-то записывали. И теперь вы хотите полностью отойти от бумаги, мы бережем леса, будем так говорить. Мы стремимся больше к цифровым технологиям. И вы хотите все в цифре, вы хотите записывать на каком-то маленьком таком вот блокнотике. Еще задолго до выхода этого блокнота, имея вот этот Samsung, я все время думал, ну когда же кто-то догадается выпустить маленький электронный блокнотик. И вот оно случилось. Я об этом вам говорил в прошлых моих подкастах. Но это не говорит о том, что я скажу нет этому Samsung, мне он не нужен совершенно, и зачем эти блокноты? Нет, еще раз повторяюсь, совершенно разные устройства с совершенно разным назначением. Единственное, что я надеюсь, что после этого подкаста просто исчезнут какие-то недопонимания, зачем вот это такой блокнот и зачем вот такой планшет. Блокнот, повторюсь, это нишевое устройство, а планшет это идет из поколения в поколение. И кроме того, что там записывать, это еще мультимедийное устройство, но к нему накладываются свои минусы. Батарея, нет ощущения написания как на бумаге и так далее и тому подобное. Экраны. Тоже я не хочу даже сравнивать экраны, потому что они настолько разные. То есть здесь он AMOLED супер экран, прекрасный, просто он классный. Можно фотографам иногда даже кое-что делать на этом экране, настолько он хороший. И здесь это Electronic Ink. И сейчас я скажу вам, как он, вы знаете, постоянно забываю, как называется
экран на Remarkable. Если кто-нибудь вспомнит, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Но там особый тоже экран, они долго на ним работали. И поэтому цветные вещи он тоже нормальные делает. Но это все равно совершенно разные вещи. Это не то, что планшет от Samsung. Я надеюсь, что после этого подкаста, кроме того, что вы на него подпишетесь и поставите лайк, вы получили полное такое как бы представление о том, что такое вот просто планшет и что такое такой вот блокнот для записей. Я надеюсь, вам понравился мой подкаст. Еще раз попрошу, поставьте лайк, подпишитесь, это очень важно. Таким образом, Google видит, кому рекомендовать это видео и кому это видео нравится. Чем больше людей, чем больше рекомендаций, тем больше, так сказать, это лучше для меня. Я буду понимать, что мое это увлечение кому-то нужно, и кому-то это приносит какую-то пользу. А на этом я заканчиваю. Большое спасибо за просмотр этого выпуска и до новых встреч.